В этом видео я не буду говорить о привычках миллионеров, которые и так у всех на слуху, вроде вставать в 5 утра или читать по книге каждые 2 недели. Нет, меня интересуют не какие-то общие рекомендации стиля жизни, а именно конкретные ежедневные хеки, используя которые в итоге реально стать долларовым миллионером. Отсутствие денег не является оправданием не начать думать шире и не начать их зарабатывать. В мире есть 50 миллионов миллионеров, лишь 12% из них унаследовали состояние, то есть самодельных миллионеров больше 40 миллионов. Это хорошо протоптанная дорожка, и почему бы нам не воспользоваться приемами, которые привели их к успеху. Если вы не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете им стать. Роберт Кийосаки, 73-летний американский инвестор. Человек без веры в себя ничего не сделает, у него ничего нет и он никем не является. Бодо Шефер, 60-летний немецкий финансовый консультант номер 1 в Европе. Мечтая о чем-то малом, вы никогда не достигнете успеха в большом. Говард Шульц, 67-летний американец, экс-директор Starbucks. Любой может стать богатым. Это не имеет никакого отношения к вашему образованию или тому, откуда вы родом. Не то, что ты делаешь, гарантирует богатство, а то, кем ты являешься. Другими словами, благосостояние появляется не за счет работы, а за счет мышления, которое стоит за этой работой. Здесь я для себя взяла два инструмента, которые выводят на уровень мышления миллионеров. Первое – это всегда умножать свои цели на 10. В каждом из нас сидит фактор 10. Мы должны попытаться поверить в то, что есть более высокая версия нас самих. Второй инструмент – это визуализация, достаточно даже 30 секунд в день. Каково это ощущать, что ты достиг своих денежных или других целей? Чтобы вам было нагляднее, приведу в пример мой случай. Вы можете, соответственно, переносить это на свои цели. Я представляю, что у меня на канале миллион единомышленников и что многие из них перестали есть животных, благодаря, в частности, информации от меня. Для этого я сначала представляю, что увижу на экране своего лэптопа, когда зайду в мой YouTube аккаунт, затем сознательно думаю о позитивных эмоциях, которые в этот момент ощущаю. Я так горжусь проделанной работой и чувствую себя прекрасно. Мозг кодирует это как реальную память. Меняется система фильтров, меняется сеть нейронов, меняется реальность. Под второй привычкой миллионеров я объединю 3 инструмента. Иметь список целей на год, вести бюджет ежемесячно и календарь еженедельно. Вкупе они будут означать, что у вас есть личный план. Без четкого понимания своих целей, распределения своего времени и трекинга того, сколько именно рублей вы зарабатываете и тратите ежемесячно, вы обречены жить от зарплаты до зарплаты. 2/3 россиян имеют как минимум 1 кредит. И я не имею ничего против ипотечного кредита, хотя тоже зависит от ставки и ситуации в целом. Но больше половины всех кредитов россиян потребительские. Это финансовая безграмотность. Вообще, чему нас учат в школе, я честно не понимаю. Где уроки базовой финансовой выживаемости в современном мире? Зачем российским школьникам история и русский язык на первом месте, если по статистике каждый 4-й из них будет за чертой бедности? Что мы хотим? 35 миллионов бедных людей со школьными познаниями в истории или финансово грамотных россиян, которые при желании смогут основать тот же исторический фонд и выкупить золотые монеты Российской империи для показа? Нужно конкретизировать свои цели, деньги и время на бумагу или файл. Я веду такой тройной учет уже годы. Понятно, что бывали фазы там с рождением детей, когда я на полгода выпадала из привычного уже графика, но в целом над этими 3 файлами цели, бюджет, календарь я постоянно работаю. То, что вы можете позволить себе что-то, не означает, что вы должны купить это. Я могу позволить себе прямо сейчас зайти в магазин электроники через дорогу и купить себе 11-й iPhone Pro. Но меня полностью устраивает мой 8-й iPhone, который я купила с рук несколько лет назад. Я могу позволить себе купить Volkswagen за 32 тысячи евро без кредита, но я продолжу ездить на велосипеде, который купила за 500 евро 7 лет назад. Также, если вы можете позволить себе большую квартиру, например, в 100 квадратов, это не означает, что вам не лучше купить 70 квадратов. Здесь речь идет о разумных ужимках на определенный период времени ради достижения финансовой свободы в запланированном будущем. Как вы думаете, когда можно считать человека богатым? Когда у него 20 миллионов рублей или 40? Нет, человек считается богатым, когда доход от имеющейся у него суммы денег покрывает все его ежемесячные расходы. Это так важно, что я повторю это предложение еще раз. Человек считается богатым, когда доход или кэшфлоу от имеющейся у него суммы денег покрывает все его ежемесячные расходы. Приведу пример. У меня в России есть определенная сумма денег, которая лежит на вкладе. Доход от процентов с учетом инфляции я использую для ежегодной покупки авиабилетов из Европы в Новосибирск и обратно. Если все останется как есть, то эта сумма денег обеспечит мне ежегодные авиабилеты до конца жизни.
То есть, как таковая, эта сумма меня интересует только в том плане, сколько денег посредством процентов она мне приносит, чтобы покрыть определенные расходы. Так вот, когда человек накопит сумму денег, которая будет работать на него, обеспечивая доходом с процентов с учетом инфляции, покрывая все его расходы, тогда он будет считаться финансово независимым, богатым. Другими словами, нужно научиться откладывать 100% своего заработка и жить с кэшфлоу от инвестиций. Я признаюсь, это очень тяжело, но это ведь цель, которую можно себе поставить. Я не против потребления как такового, будь то потребление контента. Я сама читаю много книг, правда, это только бизнес, саморазвитие и научная литература, но сфокусироваться нужно на создании контента, на создании какой-то ценности. Люди становятся миллиардерами, потому что в первую очередь создают ценность для других. И если отнять все деньги у мультимиллионера, то бедным он от этого не станет. Через год или, может быть, через пару лет у него опять появятся большие деньги, потому что его богатство – это знания, это стратегии, его опыт, мышление, его миссия, которую он потом вкладывает в создание. В наше время ускорения техноизменений, искусственного интеллекта и все набирающего обороты исчезновения привычных профессий становится критичным поддерживать себя в топовой форме, быстро мыслить, распознавать возможности. В общем, нужно заботиться о своем мозге. Вот 10 топ-продуктов для него. Черника задерживает старение мозга, ускоряет приток крови к нему. Я добавляю размороженную за ночь чернику в утренние смузи, которые ежедневно пью с детьми. Шалфей способен помочь восстановить и усилить когнитивные способности головного мозга. Я добавляю столовую ложку перемолотого шалфея в термос, настояться на ночь вместе с шиповником, изюмом, черносливом и гвоздикой. Дети пьют этот компот в течение дня. Бананы богаты витаминами группы В, которые улучшают память. Они также богаты магнием, который улучшает связь между клетками нервной системы. Бананы у нас всегда в смузи и как перекус на ходу. Активный ингредиент куркумы куркумин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, напрямую взаимодействуя с мозгом и его клетками. В соответствии с этим исследованием куркума улучшает память на 30%. Горький шоколад с содержанием какао выше 80% хорошо влияет на иммунитет и активность мозга и улучшает память. Брокколи – это отличный источник витамина К, который значительно улучшает мыслительные способности и познавательную функцию мозга. Я люблю запекать брокколи с лимонным соком, соевым соусом и чесноком в течение 10 минут при 200 градусах. Орехи и семена. Взять, к примеру, семечки подсолнечника. Они богаты тиамином, это витамин В, который улучшает когнитивные функции и память. Цельнозерновые являются истинным брейнфудом, так как сложные углеводы медленно выделяют глюкозу, что дает возможность мозгу постоянно подпитываться энергией и быть в тонусе. Следующая мощная подпитка для IQ – это бобовые. Я съедаю чашку готовых бобовых ежедневно. Они содержат в себе огромное количество фолиевой кислоты, а ее называют витамином для мозга. И настоящие суперзвезды для центральной нервной системы – это темнолистовые. Шпинат, кейл и петрушка содержат рекордное количество лютеина, который известен своей пользой для глаз и для острого ума. Это лишь 10 примеров, существует 30 тысяч растительных продуктов, и в целом веганское питание содержит в себе в 64 раза больше антиоксидантов, чем общепринятое. А именно антиоксиданты очень важны для работы мозга и нервной системы. Если подытожить 5 лайфхаков, которые приведут вас к финансовому успеху, это, во-первых, ежедневная, как минимум 30-секундная визуализация конкретной ситуации достижения вашей цели. И в целом такой подход по жизни, что я должна стать финансово свободной. Других сценариев просто нет. Жизнь слишком коротка для того, чтобы оставаться незначительным. Во-вторых, постоянное ведение отчетности себя самого, как будто вы и есть предприятие. Мне некоторые говорят, что они не созданы быть лидерами. Но если не вы шеф своей жизни, то кто? Государство, университет, руководитель в какой-то компании? В-третьих, откладывать деньги и научиться инвестировать. Например, откладывать 20% от своей зарплаты, а со следующим повышением зарплаты откладывать 50% от этого повышения, с тем, чтобы стиль жизни полностью не подстраивался под повышенную зарплату. Научиться инвестировать отложенное, и не с помощью каких-то там сторонних советов по тому, как лучше вложить деньги, а именно разобраться самому. В-четвертых, сфокусироваться на создании контента, ценности, услуги, продукта, а не на потреблении. Нельзя просто хотеть денег, нужно хотеть что-то создать. И в-пятых, держать свой мозг в форме, а для этого лучше всего подходит цельное растительное питание.